Вот она, Италия. Бонджорно, Италия. Бонджорно, Италия. Чао тутти, чао рагацzi, мы в Италии. Бонджорно. Бонджорно, мы в Италии. Сейчас мы идем к нам на базар. Дальше расскажем, будем показывать наш простой быт. Бонджорно. 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 Вот идем, у нас тут базар по четвергам. Базарчик маленький, потому что городок маленький. Нам очень нравится, он такой приятный, спокойный, уютный. Вот, и, конечно, итальянская атмосфера, да? Ну и цикады слышно. Ну, и цикады, конечно, куда без них. Вот, сейчас прогуляемся. Италия, это, конечно, прекрасные итальянские домики со ставнями. И вот этот совершенно потрясающий, их излюбленный, такой темно-красный винный цвет. Не знаю, как его назвать, вот как здесь ворота. Обожаю этот цвет. Ну вот мы пришли. В общем-то, сегодня совсем маленький, обычно он побольше. Тут лавочка с фруктами и лавочка с рыбой. Посмотрим. Так, дыньки по евро 50 килограмм. И по 2 евро килограмм. Арбузики по евро 20. Такие дыньки. Так, что еще здесь? А, здесь у нас лук красный. И все. И все. Шикарно. Да. Окей. И лавочка. Чао. А, здесь так. Здесь делают сразу на месте пиццу, вот он сказал. Да, это чувствуется запах. Так, что у нас тут? Кальмары. Ну, цен я так не вижу, конечно. Это надо все спрашивать. Рыбка такая, кальмары, креветочки, осьминог, еще какая-то рыбка такая, и креветки, и все. И все. Мы поздно пришли, надо было приходить с утра. Что решил? Ну, мы берем осьминога. Осьминога на гриле. Здесь да. делают? Да, и вино. Так здесь сразу все нам приготовят. Ну, да? Окей, сейчас посмотрим. Вино нам сейчас не надо, у нас есть дома просека. Ладно, возьмем. 28,90 килограмм. Гриль. Бутылочка вина по 4 евро сейчас возьмем. А эти креветочки мы взяли по 23,80. Вот такие уже чищенные. Так, а эти цены я не знаю, здесь не написано. Ну все, в общем-то взяли мы на базаре что там, полкило креветок и осьминожка. И бутылочку алигате белого. Просека итальянский вкусный, да? Сейчас попробуем. Это вино, это рыбаки едут. Здесь у нас река Дестрадельпо. Вот, ну а мы идем сегодня по погоде. По погоде очень жарко. Сейчас в Италии, мне кажется, жарче, чем в Мерсине, когда мы уезжали, потому что вот сегодня нам обещают 36-38 градусов. Ну и вообще неделька такая, да? Жарковатая, жарковатая. Ну что? Но мы рады, что мы в Италии. Мы уже наслаждаемся, мы уже едим эту свининку каждый день. Как сыры, грана падана. Знакомая подружка. Бонджорно, Италия. Наша знакомая подружка. Да. Вот. Так, что Вот, Ваня видишь? рассматривает в осьминоге? Вот это рот, Рот. а вот глаза. Говорят, что они самые умные. Осьминоги? Да. Блин, А где? бедненький. Умный попался. Ну, он, наверное, приехал с Калабрии, откуда-то оттуда, с юга. Бугенвилли сажаем. Да. Вот с Турции привезли. Специально привезли. Специально для Италии. Это то, что мы показывали, у нас было в машине. Да. Мы боялись, не знали вообще, как пропускают, цветы не пропускают. Но нас спокойно А один раз пропустили. меня забрали.
Один раз еще когда в 2008 году у меня забрали эти Алиандру. Угу. Ну, сейчас законы изменились. Может быть. Ну, не знаю. Самое главное, мы сэкономили. Здесь вот такой кустик стоит 20 евро. А мы в Турции взяли по 200 лир. Да, 200 лир это меньше, 200 чем лир. 5 евро. А? Да. 4 евро. Да. 4 евро. И вот взяли 9 кустов. Сколько мы сэкономили? Много. Ну, если такие, а такие вот, ну, пускай будет 25. Ну, пускай будет 20, да? Но все равно сэкономили. Да. 9 кустов. 9 кустов под 180, да? Сейчас... А мы взяли за 40. Сейчас главное, чтобы они прижились. Нет, дешевле. В лирах там. Самое главное, чтобы они прижились. Да? Все правильно. И вот последний раз я вдоль забора. Вот там, там, там. И будет красиво. Вот мы сажаем, поливаем. Приехали сюда, а здесь жарче, чем в Турции. 38 градусов. Мы взяли такой сорт бугенвилли. Есть они как деревья, а мы взяли как плющ. Для того, чтобы пустить ее вдоль забора. Мы знаем, она сильно разрастается. И вот так сажаем. Сажаем потихоньку. Есть люди ебаньи, да? А есть растения ебаньи. Да. Это чужие, ну, это самое чужестранцы, да? Да. Растения. Ну вот будет красота. Надеемся, Будет что нам приживется, да, и будет красиво. Конечно же, надо убирать листья. У нас тут фикус растет огромный. Вот из прошлого года помню, сейчас это какая-то проблема. Очень много от него листьев нужно просто каждый день. Вот они начались, наши итальянские будни. Сейчас буду все собирать. И вот наши креветки, которые мы купили, приготовили, конечно же, мы в Италии. Пасту итальянскую с креветками и с базиликом. Я вообще настолько люблю, ну и цезарь, понятно, да? Я настолько люблю базилик, что здесь, в Италии... Так, просто стол не очень люблю, не хочу так далеко показывать. Вот, я прям купила базилик в этих вазончиках. Мы вообще здесь всегда так покупаем все. И рвем и кушаем сразу. Все. Очень жарко, приехали за кондиционерами. Да. Вот, нашли Сейчас думаю. индезит, короче, на 12 300 евро стоит. Мы его выбрали. Взяли пока 2. Сказали нам, что этих штук в комплекте нету. По 18 евро эти системы для кондера. И, в общем-то, Ваня будет сам устанавливать. Не приезжай события, еще посмотрим. Посмотрим. Установка стоит минимум. Во-первых, их нету. В августе месяце это освобождается, и установка стоит сейчас 500 евро. 500 евро установка одного кондиционера, на секундочку. Так что будем... Посмотрим, в общем-то, как получится. Ну вот смотри. Но есть и другие. Вот тут какой-то зефир, не знаю, зефир по 310. Ну, в принципе, индезит нам кажется лучше. Визит, Так. конечно, лучше. Есть еще разные трубки. Мы не знаем, есть тут в комплекте или нет. В Турции, когда устанавливали, все было сразу в комплекте, да? Слушай, или съездим домой, разберем, посмотрим, что, чего не хватает, чего хватает. Ага. Какие трубки. Да? Нам нужны вот такие трубки Или- еще. Видишь, тут сколько метров. А, да, уже вот эти медные. Но они обычно же в 5 комплекте. метров, да? Смотри. Нет, Лена, они в комплекте не... А в Турции в комплекте. А в китайских, да, в Турции там уже в комплекте с установкой Всё, все да. продается с магазина. Да. Ну так. Ищем все необходимое для нас. Мне это что-то напоминает. Помнишь, как мы в Эстонии также ездили по магазинам всем этим?
Да. строительным. И тоже вот так с заполненной машиной ехали. История повторяется. Что делать? Мы не в Турции. Через 800 метров Вот держитесь правее. в странах Европы понимаешь, насколько комфортно в Турции. Когда ты заказываешь кондиционер, приходит, установка бесплатно, все бесплатно, ты Они просто тебе ни о его чем не привозят, думаешь. Лена. Еще привозят сами. А тут, смотри, кабриолет и везем два кондиционера. Везем кондиционер. Слава богу, что они были. В прошлый раз мы были, их не было вообще. Да. Пардон. Так что наша любимая Турция в плане вот этих всех турецкого сервиса Держитесь правее. на первом месте. Да? Согласен. А И недорого, и вообще, турецкий сервис. да. А в странах Европы мы постоянно начинаем уже Держитесь правее. включать свои знания, умения, разные видео на ютубе, как сделать это, как сделать то. Ну вот так. Да, и пешеходов надо пропускать здесь. Съезд справа. Мы заехали уже в магазин. В общем-то, берем зонтик. Покажем. Мы там поставили стол, но без зонтика никак. Взяли оранжевый цвет. Я думаю, под наш желтый подойдет. Ваня пытается взять решетку для гриля, да? Смотри, а, красота. И Да. это такая, смотри, мощная. Мощная, да? И Такая. вот цены 9 евро, да? Наверное. Сколько? Наверное, 9 евро. Талия рамень, да. 71 сантиметр. 71. Зонтик 9 евро. И Так, вот она. решеточка гриль. Не знаю, сколько бы она ни стоила. Ну, мы зашли, это магазин Пенни, он недорогой вообще. В Польше мы часто в эти магазины, Он вообще супер. да, заходим. Естественно, что мне нравится, что здесь... Слушай, может такие цветочки, вот как у нас в Турции, они же долго цветут. Посадим в эти вазончики возле дома, вон 0,69 Да, центов. давай возьмем. А? Да. 0,69 центов. У нас такие в Турции Когда надо будет взять росли. Да, и возьмем землю, нам еще украшать надо все. Вот сейчас, Елена Александровна, я тебе сейчас покажу такие груши. Я вкуснее груш не ел в жизни. Да ты что? Да, и мы везли их с Испании, кажется. А, из Франции. С Угу. юга Франции. И они были зеленые. И мой друг сказал, говорит, возьми их. И это самое, была возможность взять. И положи где-то, что в темное место. Прошло где-то 1,5 недели, и я вкуснее груш в жизни не ел. Попробуй. В жизни не ел. Так, Да. груши у нас по, Вот посмотри, а, откуда они? по 4 евро килограмм. Яблочки по 2, по 3, ананасы по 1,5. Слушай, Килограмм, 1,5 килограмма апельсин, 3,49. у нас апельсин есть? Да, еще есть. Ой, какие лимоны огромные, смотри, лимоны. Ну, мерсини такие же. А ты? 3,50. А вот эти в килограмме 1,79. Так, подошли к прилавку с мясом. Ну, после Турции актуально. Так, это у нас... Правда, я еще не выучила, какое мясо, как по-итальянски. Вот это 5,50 килограмм. 7,50. Это просто так, кусок 7,50. Килограмм 5,50. Так, конечно, в Италии это просто наслаждение вкусом. Все всегда такое вкусное. Смотришь и куча готовых разных шашлычков. И там мы проходили очень много вариантов с морепродуктами. Но вот цена на косточки вот по 7 евро, по 9 евро в зависимости мяска. Так, фарш 13,50. Вырезка по 19 евро. Ну и разные котлетки. И все.
Ну а курица, вот мы берем желтую, вот эта желтая, да, она 9,50 килограмм. Она, конечно, самая лучшая из нее, когда готовишь суп, прям такой вкус, и оно просто застывает, как желе застывает. Так, вот эти голени по 4,70 килограмм, по 4,50, по 5,50, эти бедра по 5,50 килограмм, ну и филе по 10,50 и по 11,50. Филе вот так уже разрезано, а если курицу целиком берешь, то по 5 евро килограмм. Первый съезд. Но мы в Феррари, тут очень много Поверните домов из направо. кирпичей, да, и зданий много из кирпича. Ну вот так она выглядит. Через 200 метров круговое движение. Второй съезд. Ну и кто был в Италии, знает, что круговое движение – это фишка Италии. Их миллиардов, наверное. Миллиард. Едешь, круговое Круговое движение. движение. Да, Второй съезд. это просто… Мы уже даже сравнивали, что почему по Турции ехать проще, потому что там просто прямые дороги. Ты прямо едешь и едешь. Но это не про Италию. В Италии круговое движение, постоянные поворотики вправо-влево. Тут практически нет Через 800 прямых дорог. круговое движение. Третий съезд. Вот, видите, опять круговое движение. Каждые 800 метров, километр круговое движение. Ну как цикады, да? В Турции, наверное, сейчас тоже цикады. Да, ну в Италии цикады просто орут. Орут. О, Через 200 метров круговое движение. Третий съезд. о. Надеюсь, слышно. Эти жизнерадостные итальянские цикады. Ну, такая фигура. Движение. Третий Вот, съезд. Интерспар, один из дешевых магазинов тоже. Ну, не так уж он дешевый, Я- все равно самый дешевый, но мы уже в других видео. Это все-таки Lidl и Aldi. Это Ну, самые-самые вот Пенни, да? Вот Через дешевые. 800 метров. Пенни сейчас, он тоже такой. Пенни, да. Вот Через она, 200 Италия. метров. Круговое. Бонжорно, Италия. Бонжорно, Италия. Ну, глаз радуется постоянно. Какие тут фикусы огромные. И вот знаете, здесь везде есть олеандры, да, вот мы едем. Мы привезли с собой бугенвилли. Круговое движение. Третий съезд. И Показали. бугенвилли нигде не видим. А бугенвилли мы нигде не Но видим. мы сейчас на севере, ну как на севере, почти что на середине Италии. Считай, что это север. Да. Может быть, на юге ее полно. Да, но здесь как-то не очень. Я надеюсь, что наши приживутся в бугенвилле. Камера контроля скорости. Вот. Ну, вот такие вот домики. Ну все, наш помощник по дому пошел. 70 евро. Вот зашли, называется, купить там что-то. Что мы зашли купить, что-то покушать. А в результате купили пылесос.